ООН хотят заменить другим органом. Вето будет только у одного члена. Кто готов присоединиться, а кто уже отказывается, расскажем. Подписание соглашения между США и Украиной сорвано. Зеленский не едет в Давос. Он называет одну причину, западные СМИ – другую. В Чернобыле снова тревожно. Кто играет с огнем и делает возможной новую ядерную катастрофу? Новый министр обороны Украины рассказал о планах на Новый год. Названа одна цифра, которая не понравится российским военным на передовой. Российская экономика погружается в кризис. Новые цифры показали настоящий масштаб падения. Что ждет бизнес и работников в новом году? Настоящий продолжатель традиций. У Лукашенко появился новый сын. Спецоперация начала убивать россиян прямо в России. А кто виноват? Местные власти прозрачно намекнули. Об этих и других событиях к утру среды 21 января. Все, что действительно важно сегодня. Новости Нехта. Украина, Россия, Беларусь и мир. Раньше других. Наконец-то стало понятно, чем должен стать Совет мира, придуманный Дональдом Трампом. По замыслу президента США, эта структура не ограничится только контролем за соглашением по сектору Газа. Этот орган должен фактически подменить собой Совет безопасности ООН. Совет мира не будет ограничен Газой. Это Совет мира во всем мире. Об этом Трамп собирается объявить на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Орган возглавит сам президент США с единоличным правом вето. Устав Совета уже разослан потенциальным участникам. В нем не упоминаются ни Газа, ни ООН. Речь идет о коалиции государств, готовых к эффективным действиям, без лишних институтов. Постоянное членство стоит $1 миллиард. Это не то, о чем мы договорились в Шарм-эль-Шейхе. Франция уже отказалась. По данным Bloomberg, приглашение отклонят Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция и Канада. Против выступил и Израиль. Объявление о составе Совета по управлению Газой, подчиненного Совету мира, не было согласовано с Израилем и противоречит его политике. Турция пока не определилась. Мы продолжаем изучать этот вопрос. Наш президент, вероятно, очень скоро примет решение на этот счет. Согласились Аргентина, Марокко, Катар и Индонезия. Всего Трамп пригласил 58 лидеров. Это полное вранье, что мы должны вносить какой-то $1 миллиард. Ничего абсолютно не нужно. Нужен опыт, нужны возможности для того, чтобы работать в этом совете. В ООН напоминают Трампу и компании, что мандат у нового органа ограничен. Совет Безопасности уполномочил Совет мира работать в Газе исключительно в этом отношении. Владимир Зеленский подтвердил, что Украина тоже получила приглашение в Совет мира. Во время традиционного онлайн-брифинга президент заявил журналистам, что дипломаты работают над ответом. Но свое отношение к формату выразил достаточно прозрачно. Росія наш ворог, Білорусь їх союзник. Я, чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій раді. І це не стосується цієї ради миру. Просто Росія – це про раду війни. І Білорусь разом з ними, а саме режим Лукашенка. Владимир Зеленский также рассказал, что в Давос не едет. Причина – президент остается в стране, чтобы лично координировать работу всех служб после новых ударов России по энергетике. Украинского лидера в Швейцарии не будет, а значит, США и Украина не подпишут на Всемирном экономическом форуме соглашение о послевоенном восстановлении страны, как это планировалось ранее. Речь шла о документе на $800 миллиардов, которые, как ожидалось, должны были утвердить Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Встречу лидеров отменили, и, судя по утечкам в прессу, причина не в последних ударах России. На неготовность документов намекают и в Киеве, и в Вашингтоне. По другой версии, подписание сорвалось из-за конфликта вокруг Гренландии. Угрозы Трампа аннексировать остров и ввести новые пошлины в отношении союзников Дании сместили повестку. Как признали в Европе, украинский вопрос в этот раз оказался на втором плане.
Ночь ударов и ядерная безопасность под угрозой. После массированной атаки России Чернобыльская АЭС полностью осталась без внешнего электроснабжения. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, повреждены несколько ключевых подстанций, критических для ядерной безопасности. Пострадали и линии электропередач, которые соединяют и другие украинские АЭС. МАГАТЭ срочно мониторит ситуацию и оценивает риски. Глава МИД Украины заявил прямо: Россия системно бьет по энергетике, сознательно создавая ядерную угрозу. Подстанции атакуют, несмотря на предупреждение МАГАТЭ. Андрей Сибига призвал срочно созвать совет директоров организации и пересмотреть присутствие России в ней. Новый министр обороны Украины приоткрыл свои планы. Москве это точно не понравится. Как заявил Михаил Федоров, Владимир Зеленский поручил ему создать систему, которая остановит агрессора сразу по всем направлениям: в небе, на земле, в киберпространстве и в экономике. Цель одна – сделать войну для Кремля неподъемной и принудить его к миру силой. Ключевая цифра прозвучала напрямую. В прошлом месяце убили 35 тысяч, все эти потери верифицированы на видео. Если достигнем показателя в 50 тысяч, увидим, что будет с врагом. Федоров добавил, что в Кремле относятся к людям как к ресурсу, а проблемы с ним уже очевидны. Но у империи заканчиваются и другие ресурсы. Экономика даже такой большой и богатой ископаемыми страны не тянет войну. Оказалось, что в ушедшем году каждый четвертый работодатель в России уже резал штат. Такие результаты показало исследование GetExperts. Чаще всего наниматели сокращали 10-20% персонала, а почти каждая пятая компания даже треть. Параллельно растет текучка. В 32% компаний сотрудники массово уходят сами. Дальше хуже. В новом году бизнес ждет продолжения сокращений. Эксперты прямо говорят, нагрузку будут увеличивать, зарплаты срезать, штат заменять самозанятыми и ИП. Причина – рост налогов. НДС уже подняли до 22%, а порог для упрощенки обрезали втрое. Неудивительно, что треть малого и среднего бизнеса уже допускает закрытие в ближайшие месяцы. Но, возможно, эти бизнесмены просто не умеют крутиться. Есть и редкие таланты. Так, один ИПшник из Чечни чуть не купил московский аэропорт Домодедово. Никому неизвестный индивидуальный предприниматель из Чечни с характерной фамилией Богатый готов был выложить за актив 32 миллиарда рублей. Ранее, по данным российских СМИ, бизнесмен работал в такси. И скажите, что Россия не является страной возможностей. На удивление, кроме этого самородка, заявку на аукцион не подал никто. Ну, как в лихие 90-е. Правда, продажа так и не состоялась. Организаторы заявили, что господину Богатому не хватило документов. Домодедово национализировали только летом. Генпрокуратура обвинила прежних владельцев Дмитрия Каменщика и Валерия Когана в наличии иностранного гражданства и нанесении ущерба экономике России из-за вывода прибыли за рубеж. Никогда такого не было, и вот опять стало известно, кто заплатил за пошлины, введенные Дональдом Трампом. По подсчетам Кильского института мировой экономики, зарубежные экспортеры взяли на себя лишь 4% этого бремени. Остальные 96% заплатили американские импортеры и потребители. Исследование охватило 25 миллионов поставок на 4 триллиона долларов. Пошлины сработали как обычный налог на потребление внутри США. Из 200 миллиардов дополнительных сборов, полученных таможней, почти все деньги американских компаний и домохозяйств. Экономисты подчеркивают, никакого перетока богатства из-за границы не было. Пошлины платят не иностранные производители, а американские фирмы при ввозе товаров и потом перекладывают это в цены. Даже как инструмент давления на партнеров тарифы не сработали. Экспортеры не снижали цены, а просто сокращали поставки. Так называемая спецоперация Путина убивает не только украинцев, но и россиян, причем прямо в России. В Якутске 16-летний подросток погиб прямо на выставке военной техники в пропагандистском парке «Россия. Моя история». Парня придавило внутри корпуса танка тяжелой подвижной металлической деталью. Он погиб на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным прокуратуры, в корпус пробрались двое школьников. Один из них снял подпорку ствола, и в этот момент конструкция рухнула. Это произошло на выставке трофейной техники СВО, где посетителям показывают захваченные машины. А кто виноват? Ну, конечно, не тот, кто затеял всю эту движуху. Мэр города призвал родителей следить за детьми.
Нашелся еще один сын и у Александра Лукашенко, хотя речь тут о духовном родстве. Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службе безопасности поручил одеть вам наручники во главе с ним. Да здесь никогда никто не убирает по-человечески. Ким Чен Ын устроил шоу в стиле крепкого хозяйственника из Беларуси. Корейский тиран устроил разнос во время инспекции завода. Прямо на месте дорогой товарищ Ким снял с должности вице-премьера Яна Сон Хо, отвечавшего за экономику, обвинив его в провале задач и полной некомпетентности. Инцидент произошел на Ренсонском машиностроительном комплексе в провинции Хамгён. Ким раскритиковал срыв сроков модернизации и назвал работу чиновников безответственной. Ян Сон Хо был объявлен непригодным для тяжелых обязанностей. Формулировка максимально унизительная. Ким сравнил его назначение с попыткой запрячь в телегу козла, подчеркнув, телегу тянет вол. Эксперты отмечают, что эта показуха происходит на фоне углубляющегося экономического кризиса в Северной Корее. Хроническая неэффективность коммунистической системы, слабая инфраструктура и нехватка продовольствия никуда не делись. Но ресурсы по-прежнему уходят в ракеты и армию. Но если нет хлеба, можно устроить для народа хотя бы зрелище с публичной поркой министров. А в прошлом выпуске мы вам рассказывали о том, кому из президентов пригрозил Трамп, окрыленный поимкой Мадуро, и о американских военных самолетах, вылетевших в направлении Гренландии, о том, что обрадовало Путина, и о конкуренте, который появился у лежащего в больнице Адама Кадырова. Посмотрите, если не видели, подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного, и до встречи уже вечером.